Добрый вечер. Мы почему-то не могли зайти. Сейчас подождем. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что сегодня со связью? Хорошо слышно, видно? Добрый вечер. А то последнее время у нас что-то связь вечером особенно скачет. Хорошо, да? Сынок мой присоединился, привет. Мои девочки, все хорошо, да? Все отлично. Ой, я рада, что все хорошо, а то на последнем марафоне я так и не смогла провести 2 дня подряд. Все видно, слышно. Прекрасно. Девочки, кто меня еще не знает, мой аккаунт мы прикрепили и на Moscow Dessert. Я Амина из Киева, занимаюсь кондитерским искусством уже почти 10 лет. Занимаюсь я всем, можно сказать, и тортами, и десертами, и зефиром, и шоколадом, и пряниками, и зефирной флористикой. Ну, короче говоря, у меня есть много чего интересного. Кому интересно, зайдите, посмотрите на мой аккаунт, он прикреплен. Есть у меня зефирный курс сейчас идет, скажу сразу, да, за наш курс. Девочки мои тоже сейчас здесь со мной на марафон пришли. Мы учимся, девочки, многие с нуля, все получается. С каждой я работаю отдельно после каждого урока, поэтому я рада, что все у всех получается. Кто не может до сих пор подружиться с зефиром, прошу ко мне на курс. По поводу курса пройдите ко мне на страницу и посмотрите. Курс у нас стартовал 5 числа, но можно присоединиться в любое время, потому что у нас это все остается в записи, подробные видеоуроки, эфиры, рецепты, все это у нас есть и остается оно в постоянном доступе для вас. Вот. Много всего интересного будет, ко Дню Матери тоже будет бонусная программа и также будет к Новому году. Кому интересно, пройдите. Потом рекламу, я думаю, потом выставим мы на марафоне. Вот, кому интересно, милости прошу. Сегодня у нас тема, мы будем делать подарочную коробочку ванильных капкейков для наших мам. У нас сейчас будет очень хороший праздник. Будем поздравлять всех мамочек, бабушек, сестер, подружек. Вот, я решила сделать такую вот коробочку. Вроде бы капкейки с кремом уже это как бы обычное дело. Зефирки отдельно тоже обычное дело. Зефирные букеты тоже уже заполонили весь Инстаграм. Ну а капкейки с начинкой и зефирными розочками, я думаю, будут прям таки кстати. Поэтому я сейчас покажу рецепт капкейков, мы поставим их печься, но у меня уже есть готовые капкейки, поэтому мы потом собьем зефир, сделаем зефир и будем украшать зефирными розами. Если меня хорошо слышно, тогда мы дальше продолжим, да? Пока связь у нас хорошая, будем продолжать. Я опущу сейчас камеру, кому мешают комментарии. Если вдруг, девочки, будут вопросы, не буду я подключать сегодня помощника, чтобы он не был со мной вместе на Инстаграме, потому что, мне кажется, от этого сбой. Поэтому потом я, если что, или вы продублируете, или я потом пролистаю, все слышно прекрасно, все хорошо слышно. Я рада, что все слышно. Вот днем у нас бывает всегда связь хорошая на курсе, у нас каждый день уроки, а вот вечером почему-то нехорошо все. Тогда будем продолжать. Я капкейки, тесто буду взбивать, я буду объяснять и взбивать одним миксером там, а зефир мы будем взбивать здесь. Потому что, чтобы вот это много шума не было чересчур, все мы это сделаем там, шумный миксер пусть стоит там.
Так, значит, нам нужно будет для наших капкейков мы берем, все ингредиенты должны быть обязательно теплые. Ну как теплые? Комнатной температуры. Вот. Мы берем масло наше сливочное. Сливочное масло 82%, обязательно хорошее масло должно быть. Потому что все-таки от масла маргарин там или спред это совершенно другое. Вот у меня мягкое масло. Оно у меня полежало часа, наверное, 4 без холодильника. Мы добавляем в нашу чашу миксера 150 грамм масла. Сейчас я взвешу, забыла поставить весы. И нашу штучку. Где она? Поставлю, чтобы удобно нам было. Я думаю, всем видно, да, что мы делаем. Главное, чтобы все было слышно и видно. Если что-то вдруг, вы мне пишите. Если вдруг не слышно, не видно, будем что-нибудь исправлять. Как-нибудь исправлять. 150 грамм нам масла нужно мягкого. Все. Насыпаем где-то 160 грамм у меня сахарной пудры. Я использую всегда пудру, потому что если у вас сахар, возьмите лучше, конечно, перемолите его, чтобы было... То есть тесто получается сахарной пудрой намного нежнее, потому что сахар в масле не растворяется абсолютно. Поэтому лучше я советую использовать сахарную пудру. 160 грамм, 160-165 можно грамм сахарной пудры. Ванильные капкейки получаются не очень сладкие, не приторные. Вот, если кому-то мало будет сахара, пудры можно добавить еще. И добавляем наш ванильный сахар. Или же ванилин. Я добавлю ванильный сахар. Вот такой у меня 8 грамм. Я 2 пачечки сделаю. Если вы насыпаете ванилин, то вы 1 пачечку сыпете. Все, ставим мы это взбиваться. Ставим на высокую скорость масло у нас. Масло должно взбиться до бела. То есть она должна быть такой пышнообразная, прям подняться, увеличиться в 2-3 раза даже. Мы пока поставим, пусть оно взбивается у нас. На высокую скорость. Сначала размешаем немножко. Со стенок я сниму чуть-чуть. Вот у нас миксер начинает мешать, у нас на стеночках остается. Обязательно нужно собрать остаток пудры, что у нас на стенках, смешать и все. И ставим взбиваться на максимальную скорость. Минут 9-8, чтобы оно у нас повзбивалось. Наше масло взбивается, мы подготавливаем муку с разрыхлителем, наши яйца и что мы же? И у меня 1% кефир. Кефир вот такой 1%, обычный, должен быть теплый уже. То есть комнатная температура у меня тоже постояла вот час, не холодный. Муку я взвесила, смешала с разрыхлителем, просеяла. Муки нам понадобится 250-260 где-то грамм. Кефира 200 миллилитров. И 2 яйца С1 категории, небольшие яйца, чтобы было. Разрыхлителя 1,5 чайные ложечки.
Наше масло сейчас собьется, и потом мы по одному добавим яйца. И дальше я расскажу, что будем делать. Зефир мы будем делать по заводной технологии на цветы. Пюре я буду использовать замороженное, вот такое я беру. Попробую с таким сделать, вот такое я беру постоянно пюре. Разное мы сделаем заварной. Воду мы не будем добавлять в пюре, потому что здесь присутствует вода всегда. Потом я объясню, как что мы будем делать подробно. Сейчас мы разберемся с нашими капкейками, поставим их печься, и потом будем делать уже зефир. Начинять мы будем, я сделала конфитюр манго. Тоже я потом пропишу все это в рецепте. На 200 грамм у меня здесь пюре манговое. Той же фирмы я беру тоже 40 грамм сахара и всего лишь 8 грамм кукурузного крахмала. Все я подогреваю. Прокипит где-то буквально секунд 30-40, и наш конфитюрчик готов. Капкейки вот у меня готовые. Мы сейчас поставим, я покажу. Получаются такие шапочки хорошие. Я уже сделала дырочки здесь, чтобы мы их начинили. Вот такие румяные, очень нежные капкейки, девочки. Попробуйте обязательно. Очень нежные получаются. И очень аж тает во рту. Вот так слегка, чтобы они были подрумяненные. Главное не пересушить. Если пересушите, то, конечно, будут сухие. Пропитывать не нужно. Они достаточно такие вот мягкие и вроде бы не сырые и не сухие. То есть тесто получается очень нежное. Из этого количества у меня получилось, сейчас посчитаем сколько, 8, 12, 14 штук. Еще был один неполный, уже его дети слопали. Но вот полных у меня 14 штук получается. Вот такими хорошими шапочками. Каждый капкейк, каждое тесто я тоже взвешиваю, чтобы было одинаково. Сейчас я покажу, как мы все это будем делать. Сейчас я капкейки переложу пока сюда. Так, масло у нас уже взбивается 4,5 минуты. Ну, еще минутки 3 и будем добавлять яйца. Массу я покажу, какая она получается. Белая, пышная. Масло обязательно нужно взбивать до пышности. Это очень важно. Если мы делаем тесто на добавление масла, кефир, молоко, то обязательно должно, конечно, все это до пышности взбиться, тогда у нас будет нежное пышное тесто. Я приготовлю наши капсулы. Вот в таких картонных капсулах мы будем выпекать наши капкейки. Приготовим сейчас раз, два. 15 штук приготовим. Такие капсулы в любом кондитерском магазине продаются. Они не требуют каких-то форм, они картонные. Мы их выпекаем сразу в них. Никакие силиконовые формочки нам не нужны. Это твердая капсула, не мягкая.
Сейчас я покажу масло. То есть масло у нас увеличилось. Пышное вот такое масло. Прям не падает она. Получается, теперь мы добавляем по одному яйца. Чтобы каждое яйцо у нас сбилось. Добавим одно яйцо и собьется. Немножко собьется, потом добавим другое. Да, я обязательно сохраним. Я думала просто оформить готовые уже капкейки с зефирными родочками, но потом решила все-таки показать, как делаю я капкейки. Они очень вкусные. Рецепт я обязательно напишу. Главное все делать постепенно. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Это очень важно. Они должны быть холодные, ни яйца, ни кефир. Кефир 1%, масло комнатной температуры, яйца комнатной температуры. То есть все должно быть у нас одной температуры. Взбиваем масло с сахарной пудрой. По одному добавляем яйца, а потом будем постепенно добавлять муку и наш кефир. Все, добавляем второе яйцо. Миксер я здесь не ставлю, здесь мы будем взбивать уже зефир. Я думаю, по тесту все будет понятно, там не обязательно видеть, поэтому... Теперь муку мы будем высыпать в 3 этапа. Сначала мы насыпем 1/3 часть муки. Потом будем в 2 этапа добавлять кефир. Все, наши яйца взбились с маслом. Теперь я остановлю, насыплю 1/3 часть нашей муки. Просеяли мы ее с разрыхлителем. Муку добавляем в 3 этапа. Включаем миксер и перемешиваем на слабой скорости. Уже максимальную мы убираем. Мука наша размешалась, добавляем половину кефира. Нет, соды нету у нас разрыхлитель, 1,5 чайные ложечки разрыхлителя. Мы их просеяли вместе с мукой, перемешали хорошо. И добавляем в 3 этапа уже в наше масло с яйцами взбитыми. 1/3 часть добавили муки, размешали на средней скорости, добавляем половину кефира. 100 мл кефира мы добавили, размешали. Теперь останавливаем и еще 1 часть, то есть еще половину вот этой части добавляем муки. Миксер останавливаем, чтобы наша мука вся не раскидалась. Опять на слабой скорости перемешиваем. Потом добавляем остаток нашего кефира. На кефире очень нежные капкейки получаются. Мне больше нравится использовать кефир, а не молоко. Обычно в таких вещах используют молоко, но мне вот нравится именно кефир. Но не жирный кефир, потому что у нас масло 82%. Поэтому здесь легенький такой кефир будет как раз кстати. Все, добавляем остаток нашей муки. А, нет, мы же кефир, уже я запуталась. Все, оставшийся кефир мы вылили, смешиваем. Также на слабой скорости, чтобы ничего не раскидалось по чаше. И потом добавляем остаток муки. То есть все мы чередуем. И у нас получится очень
очень нежное тесто. Не надо его взбивать на высокой скорости, иначе оно не будет пышным. Оно просто забьется и будет такое резиновое. Все. И остаток муки. Взбиваем на слабой. Все, наше тесто готово. Сейчас я покажу, что у нас получилось. Очень нежное, такое пышное получилось у нас тесто. Не забитое. Вроде бы и густое, но оно аж пыхтит. Потому что и масло взбито хорошо. И все это постепенно, поэтапно добавилось. Все очень пышная, такая хорошая масса. Берем наши капсулы, противень и будем выкладывать наше тесто. Духовка у меня на 170 градусов включенная. Но на духовку ориентируйтесь каждый на свою, потому что на большой, на высокой температуре их нельзя печь, потому что вы просто сожгете. Вы получите просто сухарики. Так, где мои капсулы? Вот они, капсулы. Если вы делаете, да, хотите, чтобы они у вас были одинаковые шапочки, вот у меня получились все одинаковые шапочки, то есть все одной высоты. Мы просто элементарно берем весы и взвешиваем тесто. Сейчас я скажу, в принципе, капсулы вот эти все стандартные идут. Где-то по 57-58 грамм получается у нас тесто в каждую капсулку. Но не забываем, что наша капсулка весит 2 грамма. Сразу сбрасываем эти 2 грамма. И где-то 58 я ложу. Или кладу. Вот. И у вас будут хорошие одинаковые шапочки. Все, 58 грамм. И все, уже вес сбрасывать не нужно, просто ставим на весы, и у нас вес будет 0. Опять берем и таким образом отвешиваем мы все тесто. Если вы хотите, конечно, я не думаю, что до такой степени глаз алмаз у всех, что у меня это не получается. А хочется, чтобы они были одинаковые, поэтому все делаем через весы. Если хотим красоту. Чуть-чуть много даже у меня. Вот. Получается у меня где-то 14, может быть где-то там на грамм 2-15 и получится. У кого как. Но у меня 14 получилось полноценных. Один там недоросточек. Не хватило, там, по-моему, 40 грамм было или 30 грамм. Поэтому мы все это взвешиваем одинаково. И тогда у нас будут красивые, будут капкейки. Одинаковые все шапочки. Я люблю, когда все красиво, все одинаково, равномерно. Чтобы один выше другого не был. Вот я кладу ровно 58 грамм. И у вас такая хорошая горка будет. Ничего не вытекает, потому что у нас тесто пышное, оно у нас не жидкое. Если мы все бухнем сразу, соединим, то мы получим обычную жижу. Неприятную такую жижу, у вас не будет пышной массы, поэтому мы взбиваем масло обязательно до пышности, прям минут 8-9 миксером. Я на максимальной скорости взбила, у меня мощный миксер, я взбила 7 минут, если миксер не очень мощный, взбиваем где-то 10 минут. Масло с сахарной пудрой. Потом добавляем по одному яйца
Тоже взбиваем каждое яйцо. И только потом мы добавляем муку и добавляем кефир поочередно. То есть, как я это все делаю, тогда у вас получится очень пышные, вкусные и нежные капкейки, если все это делать поэтапно. Просто многие не любят делать поэтапно, любят сразу бух-бух-бух в одну чашу все скинуть. Я такие рецепты, если честно, не люблю, это слишком просто. Ну и мне и не нравится. Когда все делаешь постепенно, тогда только у нас пышненькая масса получается. Миксер мой пищит. Напоминаю, чтобы я его выключила. Вообще сейчас праздник, а праздники обычно коробочки капкейков очень актуальны в продаже, наборчики, которые также можно комбинировать какими-то другими пироженками. Не обязательно там все капкейки делать. На праздники, конечно, такие мини-десерты очень актуальны, поэтому кто занимается на продажу, тот знает, да, что мы всегда делаем какие-то мини-торты, мы не берем. Я, допустим, на такие праздники торты, которые индивидуальные, не беру никогда. Потому что на них времени не бывает. А на вот такие вещи, на десертики, то есть вы сделали 2 порции капкейков, сделали там порцию эскимо пирожные, да, сделали порцию трайфлов, все расфасовали, птичку по коробочкам, и все прекрасно и вкусно. Сделали зефирки, завитушки. Вот такие коробочки очень актуальны к праздникам. К любым причем. Не обязательно ко дню мамы, также Новый год. Все тематически оформляем мы и все мы продаем, правда? Кто занимается на продажу. Все это актуально. Вообще десерты, конечно, актуальны всегда. Все хорошо слышно меня, да? Я уже боюсь сглазить прям связь нашу. А то прям последнее время невезуха была. Надеемся, что мы наладили нашу связь. Так. Выкладываем уже остаточки. Наверное, один будет целый, как 14, так у меня в тот раз вышло. Так и будет, скорее всего. А 15 уже будет маленький. Вот, по 58 грамм я разложила все. Ну, этот я не знаю, сейчас если получится у нас, то мы посмотрим. Если нет, то будет без шапочки. Вообще и дети очень любят капкейки. Я сейчас испекла перед эфиром, а у меня уже бегут. Мама, это можно кушать? Мама, это можно кушать? Нет, говорю, подождите, хоть эфир пройдет. Потом кушайте, сколько вам влезет. Дети очень любят капкейки. Просто даже там без эфира, без крема. Кексики. Кексики у меня младший сын называет. Ну вот, а этот у меня получился 46 грамм. Но если хорошо постараться, выскребсти все. Но все равно 58, наверное, не получится. Ну да ладно. Все, 50. Все, пускай будет так. Придется, наверное, делать 2 эфира. Кому интересно, не разбегайтесь. Сейчас будем уже взбивать наш зефир. Самое интересное будет во второй части нашего эфира сегодняшнего. Все, ставим наши капкейки. Духовка у меня на 170 градусов.
Ориентируйтесь, конечно, на свою духовку, потому что у всех, у кого-то газовая, у кого-то электрическая, у меня электрическая. Я ставлю на 170 градусов. И сейчас по времени мы посмотрим, сколько они у меня пекутся. Я, если честно, время не засекала, я просто посмотрела, они у меня зарумянились. И все. Как-то на время никогда не обращала внимания. Как раз сейчас мы засечем время. Кто-нибудь засеките, пожалуйста, время, и мы посмотрим, что у нас получается. Все, тот миксер нам уже не нужен. Спасибо за сердечки. Мы будем работать с зефиром обычным миксером. Тот у меня миксер мощный. Этот нет, этот у меня 800 мощностью. Но этого хватит вполне нам на зефир. Так, мы сначала что сделаем? Начиним наши капкейки. У меня дырочку можно сделать обычной насадочкой, кругленькой. Вот такой кругленькой насадочкой. Выкручиваем, и серединочка у нас получается, так, 20,03, да? Хорошо. Ну, посмотрим сейчас полчаса, чтобы прошло, посмотрим, приготовятся или нет. Чтобы нам их, главное, не прозевать и не зазефириться. А то я могу болтать бесконечно. Буду болтать с вами, а капкейки наши сгорят. Все, начиняем. У меня конфитюр. Конфитюр можно сделать разный, можно клубничный сделать, можно там хоть какой хотите. Ягодный, можно фруктовый, персиковый, очень вкусно будет. А зефир у нас будет вишневый. Вот, я не хочу красить розочки, а может быть просто немножко опылим их сверху красителем. Вот, начиним мы наши капкейки сейчас. Прорежу я сейчас дырочку. Вот, в дырочку мы нальем наш конфитюрчик. Пропитывать не нужно. Наш конфитюрчик тоже не сильно густой, поэтому сочность будет. Начиночку можно делать любую, кто кому какая нравится. Можно и мармелад, можно конфитюр, какие-то различные соусы делать, ягодные, фруктовые, комбинировать. Все, мы это начинили. У меня еще остался на следующий раз. Как раз у нас останется на десерты. Все это можно потом использовать. В холодильнике хранится конфитюр до 5 дней. Даже больше можно хранить закрытой. Или завязать в таком корнетике, да, и все, чтобы воздух не попадал. Все, капкейки наши готовы к оформлению. Начинаем. Так, отвешивать наш белочек. У нас будет зефирчик по заварной технологии вишневый. Сейчас я отвешу белок. Много делать не будем. Сделаем на 40 грамм белка. Если останутся у нас, мы просто отсадим розочки на пергаментную бумажечку. Так, белочек у меня уже отделенный. Белок я использую живой. Альбумин, альбуфиксы и всякие штучки я не люблю. Так, 40 грамм белка. У меня получилось немножко даже больше. Не хочу делать много, потому что будет очень много. Мне много не нужно. Немножко, наверное, уберем. Придется так добавить. Ну, 44 пусть будет. Не хочет он меньше взвешиваться, будет 44. Вот.
Лимонную кислоту обязательно, чтобы наш белочек сбился. Ой, не достану. Тамерлан, достань мне кислоту, пожалуйста. Тамерлан. Да, я иду. Где она? Вон там желтая пачка. Достань. Вон она. Тамерлан, да тише ж ты. Ничего. Тамерлан выше мамы, поэтому достает все. Все, добавляем наши лимонки, ну, буквально щепоточку. Сахар будем добавлять постепенно. Сахара нам в чашу миксера нужно будет всего лишь 50 грамм, но мы его добавим потом. То есть белочки у нас собьются до мыльной пенки, потом постепенно в 3 этапа добавляем сахар. Пока мы возьмем, насыпем наш агар. Или сразу можно пюре. Пюре замороженное я беру. На заварную технологию не страшно. Я возьму немножко с яблочком, смешаю еще его. 130 грамм я кладу вишневого пюре. И 60 грамм я положу яблочного. Все, 130 грамм вишенки мы положили. И яблочное у меня тут есть. Я положу 60 грамм его, добавлю. Скомбинирую немножко. Даже больше получилось. Все, добавили. Мы здесь сразу добавим агар. Так, где ложечка? Вот она у меня. Теряю ложечку. Агар я использую силой 900. Вот такой хороший очень агар. Агара 8 грамм мы кладем. Если он сила 900. Если сила 1000, то кладем 6 грамм. 6-6,5 приблизительно. Немножко много даже. Все. Смешаем все. Доведем сейчас до кипения. И добавим наш сахар. Используем мы еще инвертный сироп. Или глюкозу, или мед. У кого что есть. Но сейчас я стала использовать больше инвертный сироп. Я его варю сама. Кто хочет посмотреть, у меня на странице есть рецепт. Я недавно выкладывала инвертного сиропа. Это очень просто, приготовить его дома. Почему инвертный сироп? Потому что сейчас влажность очень большая, а глюкоза сильно притягивает влажность. И наш зефирчик созревает очень долго. А нам этого не нужно. Так, печку мы включаем. Включаем на максимальную, чтобы у нас закипел агар. Капкейки пока в сторону уберем. Печку подвину, все подвину, чтобы вам было видно. Сейчас наш агар закипит. Варим мы по технологии заварной 5 минут, не больше сироп. Иначе наш агар потом уже не будет действовать. А потом мы будем взбивать белки, потому что белки собьются очень быстро. Капкейки наши стоят, шапочки уже поднимаются. Уже ровненькие, если видно. Красивые, ровненькие получаются. Главное, чтобы была небольшая температура. Прежде чем делать зефир, мы все обрабатываем или моем хорошо с моющим средством чашу,
сотейник, венчик, лопатки, все, чтобы у нас избежать всякого попадания жира, масла, воды. Все должно быть сухое и обезжиренное. Это очень важно. Иначе у вас ваш белок не собьется, будет нестабильный. И вы не добьетесь хорошей массы взбитой. Ждем, наш агар должен закипеть. Хорошо мы его перемешали. В сотейнике у нас вишневое пюре и немножко яблочного я сделала. Думала, будет жидкое, ну даже я скажу, не жидкое. Обычно магазинное пюре бывает жидкое. Я взяла обычное, вот такое, покажу сейчас. Почему я не добавила водички, потому что хоть и не написано по составу, но мне кажется, там вода присутствует. Добрый вечер, кто присоединился. Мы делаем капкейки ванильные с манговой начинкой, вот такой. Нежные очень капкейки. И будем оформлять их зефирными розочками. Зефир вообще такой, как я его называю, зверь вкусный. Из него можно сделать очень много, просто огромное количество десертов. Я стараюсь делать все разные десерты. В особенности, чтобы они нравились детям, потому что у меня 3 детей. Кто, если меня знает, то знает, что у меня 3 мальчика. Сладкоежки все. Поэтому желательно делать, конечно, домашнее все. Едим мы сладкого много, едим все домашнее. Начинает закипать. Даже я, наверное, добавлю все-таки водички, потому что я вижу, что пюре густое. Я думала, оно будет жидкое. Думала, вода присутствует. Но я, наверное, отсюда добавлю, прям с пюре. Тут есть жидкость. Сейчас даже скажу, сколько я его взвешу, чтобы она была пожиже у нас. Грамм прям мы добавим жидкости. Вот, самой жидкости, не пюре. Вот, все. Вот так будет хорошо теперь. Потом я все это пропишу в рецепте. Все-таки понадобилась водичка. Еще раз поставим, подогреем. Наш агар уже схватился, но мы еще раз его чуть-чуть прогреем. И потом насыпем наш сахар и глюкозный сироп. Добрый вечер. Да, эфир сохраним обязательно. Постараемся, конечно. Эфира будет 2, скорее всего, потому что я не думаю, что успеем. Я сначала думала, не буду печь капкейки, просто сделаю готовые, оформлю их розочками, но потом все-таки решила, что праздник у нас, кому-то будет интересно. Капкейки очень вкусные, нежные. Сохраните себе рецептик, и будет вот у вас в копилочке вашей новый какой-то рецепт капкейков. Они получаются всегда, если правильно все сделать. Уже шапочки у нас больше стали. Все, можем мы на среднюю скорость ставим наш белок с лимонной кислотой. Ни в коем случае не на высокую скорость. Тамерлан, включи, пожалуйста, мне миксер, я не достану его. Далеко от меня переноска. Туда включи. Потихоньку, не отключи мне ее. Сильнее. Очень интересно, да, хорошо, что очень интересно. Но главное, будет очень вкусно. Я люблю, когда десерты все вкусные, красивые. Все, ставим наш белок с лимонной кислотой на среднюю скорость. Ни в коем случае не на максимум. Все у нас прекрасно собьется. До мыльной пены мы взбиваем.
Потом постепенно будем добавлять наш сахар, 50 грамм. Тоже будем все это делать в 3 этапа. Все, 50 грамм я отвесила. Ждем нашей мыльной пенки и постепенно будем добавлять наш сахар. Наше пюре уже закипает. Сварится оно быстро, я чувствую, даже, по-моему, 5 минут не понадобится, потому что густое прям пюре. Магазинное, кстати, пюре очень хорошее, густое. Потом я покажу в конце. Кто если из Москвы, я скажу, напишу, где я его беру, где можно его приобрести. Я всегда приобретаю. В Московском есть такой магазин в торговом центре. Белка-шоп, по-моему. Вот там всегда его очень много. Всегда они эту фирму возят. Все, наш агар закипел. Теперь мы добавляем сахар и имбирный сироп. Сахара нам понадобится 180 грамм сахарини. Кладите мед. Если есть глюкозный сироп, можно глюкозный сироп. Грамм нам нужно. Кому интересно, имбирный сироп, можно у меня рецепт посмотреть на моей странице. Очень легко готовится, не нужно покупать. Потому что у нас сейчас стоит все просто бешеных денег. Обычный сахар у нас продают по бешеной цене. Все это готовится легко и просто в домашних условиях. Немножко добавим мы скорость. И начинаем по чуть-чуть добавлять сахар, чтобы наши белочки начинали понемножку взбиваться. Смешиваем. Белка мало, у меня 40 грамм. Хорошо перемешиваем и ставим на печь. Как только закипит, варим не больше 5 минут. Чуть не сказала 50. Не, еще да, я посмотрела. Еще они у нас сырые, белые, шапочки поднялись. Нет. Мы пюре варим 5 минут после того, как закипит уже с сахаром и с имбирным сиропом. До этого мы закипятили просто агар с пюре нашим. Просто я потом добавила еще сок вишневый оттуда, потому что очень густое было. Наш белок прям совсем что-то не хочет сегодня сбиваться. То ли мало его, то ли не пойму. Добавим еще сахар. Я все-таки думаю, что лимонная кислота
кислота. Я сегодня взяла новую кислоту. До этого у меня была крупная такая кислота, другая. Ну, посмотрим, как раз проверим. Будет эксперимент, собьется или нет наш белок с новой кислотой. Но все-таки продукты вроде бы кислота, а вот консистенция совершенно другая получается. Все-таки лучше брать крупную лимонную кислоту. Это прям мелкодисперсная такая, прям очень мелкая. Я первый раз такую вижу. Фирма обычная, но хорошая была. Ну, посмотрим. До этого у меня была другая. Ну, немножко уже взбивается наш белочек. Сиропчик мы варим уже с вишневым пюре 5 минут, не больше. Да, простоквашку вполне можно, да, можно. Но единственное, что она пожирней, а у нас 100% кефирчик. Ну попробуйте, простоквашей обычно тоже хорошо получается. Можете немножко разбавить ее, может, молочком, но магазинным, там все-таки меньше жирности. Просто, мне кажется, простокваша будет домашняя погуще, чем 100% кефир магазинный. Так, добавим еще сахар. Наверное, уже весь. Прям плохо эта лимонная кислота взбивается. Вот все-таки это лимонная кислота. Она кончилась у меня, и вот я взяла мелкую очень кислоту, она совершенно другая. Мы будем надеяться, что все собьется. Взбиваем теперь на максимум, ставим уже последнюю скорость, включаем и наши белочки добиваем. Если нам больше не нужны, все мы уже взвесили. Белки взбиваем до пышной массы, до таких крепких плотных пиков. Наш сироп закипает. Как только сироп закипел, мы варим 5 минут. 5, если он еще такой прям сильно жидкий, то можно еще секунд 20 заварить. Но не больше. Иначе наш агар потом не схватится. Все, сейчас я пойду попрошу, чтобы мне засекли время. Потому что у меня здесь времени нет часов. Все, время мне засекли. Главное, чтобы все было хорошо слышно. Что-то последняя попытка на марафоне была неудачная, прям зараза, я аж расстроилась. Главное, чтобы все было слышно. Спасибо большое за сердечки, мне очень приятно. Если у нас газовая плита, то мы варим сироп на средней скорости. Не на самом максимуме, а именно на среднем, чтобы он равномерно